Мой лорд. Лорд? Что? Вы опять мечтали о галактическом господстве? Нет. Я мечтал, что в один прекрасный день навечно окажусь заперт на пустой планете вместе с паукообразным придурком, который мелет хуйню и раздает мое имущество всяким проходимцам. А, ясно. Так и зачем ты меня отвлек? Я тут монолит построил. Что? Где? Да вот же. Ух ты! Вот бы еще он не был размером с ёбаный шлепанец. Ну а что вы ожидали? Сложно собрать из вашего шлепанца монолит размером с монолит. А ты не мог собрать что-нибудь более полезное? Не знаю, какой-нибудь звездолет. Нужны ресурсы. Понадобится как минимум 13 таких, как я. Или же 79 таких, как Петр. Или еще 2 хлеборезки. Вы куда? Пойду пройдусь. Так, а это что такое? Это колония одной низшей расы. И когда она успела здесь появиться? Так называемые человеки прилетели сюда несколько тысяч лет назад, что-то начали здесь бурить, копать, строить. Я подумал, что это может помешать вам спать, и вышел. Расхуярите их! Мой лорд! Ну можно же быть дружелюбнее. Я решил с ними договориться, и чтобы дополнить мое встроенное обаяние, активировал дипломатические протоколы. Наши дипломатические протоколы не менялись со времен войны с древними. Да, я начал подозревать, что что-то не так, когда разорвал на части последнего защитника колонии. Это не очень дружелюбно. Я не специально. Я постараюсь переписать этот протокол в ближайшее время. Ладно, пойдем осмотримся. Может, найдем что-то полезное. Может, даже еще пару хлеборезок. После моей дипломатии тут уцелело только то здание наверху. Это какой-то центр связи. Внедряюсь в программное обеспечение. Отсюда можно управлять спутниковым передатчиком и отправить сообщение до ближайшей населенной системы. Невероятные технологии. Где-то на уровне пластиковых стаканчиков на веревочке. Можно послать сигнал, и может быть сюда в ответ что-то придет или прилетит, и может быть это даже не будет орбитальная бомба. И сколько будет идти сигнал? Ну, точно не так долго, как вы спали. Пойдет. Это лучше, чем ржаветь на морозе. Единичный сигнал может быть проигнорирован, поэтому я буду посылать, ну, хотя бы пару сотен сигналов в миллисекунду. Но что написать? В смысле? Нахуй тебе модуль воображения?
Ну, напиши, не знаю, хлеборезка. Хлеборезка? Если там кто-то есть, то им точно станет интересно, чё за еблан отправил столько сигналов с сообщением хлеборезка. И они сюда что-нибудь пришлют. Проверить, что это за еблан. Давай! Говорит орбитальная станция связи МД-4355, прием. Планетарный центр управления слушает. Прием. 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 Сука, не беси меня. Наш передатчик сгорел после того, как из системы Жжёск пришло несколько миллионов сообщений со словом «хлеборезка». Хлеборезка? А в той системе разве что-то есть? По крайней мере, там есть еблан, который это отправил. Согласно архивам, там действительно что-то когда-то начинали строить. Может, колонисты с голоду съели передатчик и лишь тысячелетия спустя изобрели новый? Ну, как оно обычно бывает. Наверное. В доках есть корабль департамента Мониторум, вроде будет двигаться по близкому к системе маршруту. Я передам капитану, чтоб проверил. Ему больше нечем заняться? Учитывая, что последние полгода он никуда не летает, а только массово скупает с рынков резиновых уточек, да, ему нечем заняться. Ладно, конец связи. Конец связи? Конец связи. Я, блядь, захуярю тебя! Конец связи. Лорд! Снова прилетал Тразин. Он попросил ваш посох в обмен на гнилую хурму. Но я и подумал... На планету приземлился летательный аппарат. О, вот и наш шанс выбраться отсюда. За мной! Вы жалкие существа. Это моя планета. Я повелитель этих камней, снега, этого дебила, Петра и Хлеборезки. И я лечу с вами. О, так вы местный лорд-губернатор! Сильно же здешний климат меняет людей. Чувак, мне кажется, что это не... Успокойся, я шарю в дипломатии, я читал методичку. Да какая еще... Так, все, отстань! А, я смотрю, у вас здесь дела идут не очень хорошо. Да, последние несколько тысяч лет были, знаете ли, тяжелыми. Упадок дипломатической культуры, мародерство и придурковатость моего помощника привели к нынешнему состоянию колонии. Мы даже не знаем, что происходило в остальной галактике все это время. Да плюс-минус то же самое. Ну, на корабле посмотрите, не знаю, новости. Так, стоп. На каком еще корабле? Куда ты их уже собрался пристроить? Так, заткнись и не мешай дипломату. Мы отправим их... в армию. Вы хотите в армию? Хотим. Отличный выбор. Лучше умереть за императора, чем жить в этой дыре. Что ж, я думаю, мы можем идти, если больше вашей колонии ничего не надо. Ну, а люди здесь есть? Они уже умерли за императора. О, какие молодцы! Ну что, за планетой даже никто присматривать не останется? Вот мой заместитель, Василий. Он у нас неразговорчивый. Ладно, ну, пойдемте. Мы выделим вам лучшую каюту. А можно мне еще вашу методичку? Конечно. Это лучшая каюта. Да, вам еще повезло. Мы вообще спим в двигательном отсеке. Все жилые блоки и ангары в большинстве своем забиты резиновыми уточками. Не хотите переработанной воды? Нет, спасибо, я не пьющий. Тогда приятного полета. А вот там телевизор на варп-сигналах и...
Методичка. А вы не хотите захватить капитанский мостик? Боюсь, туда не пробраться. Все пути завалены резиновыми уточками. Придется смириться со своей судьбой. Ну, а я пока почитаю методичку. Плюсы быть Эльдаром. Сегодня мы покрасим грузовик красным. Может быть, тогда он наконец поедет быстрее. А может, просто приделаем наконец колеса к этому корыту? Ладно, я передумал. Это кулинарное шоу. Готовим речной суп. Этот человек прекрасно уловил суть высшего блага. Было вам слово. Не хочешь принимать большое добро? Будешь расстрелян. Ваше хозяйство, какая ваша предвыборная программа? Пусть галактика горит. И что дальше? А что еще надо? Добро пожаловать на независимый варп-канал. Я летописец Викиниус. Сегодняшний, вчерашний эфир начнем с небольшой лекции по истории галактики. Попрошу заранее убрать детей беременных стариков от экранов. Некоторые подробности могут шокировать вас. И в течение некого неопределенного количества времени под медленно проплывающий ужас в моем разуме собираюсь рассказать вам все. Хоть что-то полезное.